Всем привет-привет! Сегодня будем делать психологический вопрос, как в принципе и на своем этом втором канале. Я делаю всегда темы такие достаточно психологические. Смотрим вопрос, значит, что вас больше всего разочаровало в себе. Да, то есть у каждого человека есть что-то, что нас разочаровывает. Либо разочаровывало в прошлом, да, то есть вопрос времени здесь, у каждого будет стоять свой, может быть, в будущем, не знаю. Ну, в общем, давайте вот эту тему посмотрим, да. Что нас больше всего разочаровывает в себе? Что нас больше всего разочаровывает в себе? Знаете, я бы сказала, процесс непосредственно связанный с развитием, то есть в вопросе времени. Здесь вас не удовлетворяет, скорее всего, что все идет очень медленно, что вам хотелось бы, возможно, развиваться быстрее, либо получать какие-то знания быстрее, либо долгое время, да, то есть здесь вопрос времени в контексте развития. Может быть, долгое время вы не можете найти ответ на вопрос, как вот быть в гармонии, в балансе, либо как соединить материальное и духовное. То есть на что нужно обращать внимание, да, на чем держать акцент. Да, здесь развитие. Развитие непосредственно самого человека. Почему-то вам кажется, что вы очень медленно развиваетесь. Ну вот, семерка пентаклей тоже про это нам здесь показывает, что вот сами какие-то процессы трансформации, может быть, вы хотели, чтобы что-то пошло быстрее. Вот что именно вы хотели бы, чтобы пошло быстрее? Выбор какой-то. Выбор, который вы не можете сделать из-за каких-то внешних факторов. То есть есть что-то, у кого-то это могут быть люди, у кого-то это могут быть обстоятельства, либо время, либо сама жизнь. Да? То есть есть какие-то третьи факторы, которые вмешиваются в ваш выбор. Угу. И это идет как будто бы из прошлого. То есть вы никак не можете отказаться от прошлого, либо обнулить это прошлое. Ну, допустим, да, есть какие-то отношения, с человеком вы уже расстались. Вот, неважно, что это за человек, личная какая-то, может быть, родственник какой-то, да, вот, а на физическом плане вроде бы расстались, да, а на ментальном все никак не можете отпустить этого человека. И вот вы ждете уже, ну, когда уже отпустят, да, говорят, время лечит. Но это не всегда так. Бывает, проходит достаточно большой период, а рана, она все равно, ну, постоянно бередится. Все никак не можете это отпустить, не можете это прожить. Да, особенно если, например, это касается там, физической смерти. Человек ушел, вы его очень сильно любили. Вот вам сложно отпустить, сложно продолжить как-то жить, особенно если, там, я не знаю, человек там, старше 70 лет, вот, и есть мысли о том, что ну, я не успеваю, да, найти что-то, кого-то другого, либо как-то вот прожить по-другому жить, да, и теперь я останусь одна. Ну, в общем, разные такие моменты. И вот здесь вот это вот ощущение, то есть когда уже случится эта перемена, когда это прошлое, да, останется позади. То есть вот что там в этом прошлом вам не нравится? Есть что-то в прошлом, все никак не можете отставить. Вот видите, вы откуда-то ушли, что-то оставили позади, но это для вас было ценно. Возможно, для кого-то работа, это не только люди, да. То есть мы не привязываемся всегда к людям. То есть хочется сказать, да, слушайте меня правильно, как я говорю в своих блиц-консультациях, не воспринимайте меня буквально, а метафорично, да, примеряя ситуацию на себя. Что-то в этом прошлом для вас было ценно, вы это оставили. Я не знаю, что это может быть. Вот, аркан звезды говорит о том, что это могут быть какие-то цели, это могут быть ваши какие-то желания, да, которые не реализовались по причине внешних каких-то факторов, да, третьих факторов. И либо вы что-то выбрали, а это было не то, вы хотели что-то другое. Вот вы как будто бы, знаете, здесь человек по аркану смерти хочет возродиться, хочет уже вот забыться, оставить это все позади и пойти в новое. И хочу это сделать как-то вот побыстрее.
Например, я не знаю, сидите в декрете, воспитываете ребенка и думаете о том, что вот, ну, когда бы его уже записать в детский сад, да, я уже устала, хочу пойти на работу, немножечко, знаете, вот как-то вздохнуть, потому что нету помощи. Ну, то есть это может слышаться достаточно жестко, но это часть нашей реальности, да. То есть разные моменты здесь могут быть. Да, здесь у человека есть желание на какое-то вот удовольствие, наслаждение. Да, устал человек уже находиться в каких-то скованных обстоятельствах, да, либо в своей голове. Вот, либо очень много работает тоже, как момент устает. То есть человеку хочется, да, уже разочарование, он, может быть, уже и не верит ни во что. Есть какие-то сомнения. Вот то, что я, в принципе, и говорила, да, вот эти вот какие-то негативные моменты, но здесь нам стало показывать профессиональную сферу. Вот, желание либо профессиональная сфера, когда уже сменятся обстоятельства, и вот я уже могу пойти, либо могу найти ту работу, которая вот действительно будет меня наполнять, действительно, которая будет вот по душе, да, и я смогу реализовать себя, свои какие-то умения, навыки, где не надо будет ничего выбирать, да, когда уже сделан выбор вот в сторону стабильности, в сторону хорошей, качественной жизни, где и зарплата хорошая, и жизнь хорошая, ну, для кого-то личная жизнь, да, когда я уже в конце концов найду этого человека, с которым смогу заякориться, который будет вот подходить ко мне, да, то есть подходить мне, не ко мне, а подходить мне. Возможно, для кого-то, да, есть такой человек, но вот он по каким-то причинам к вам не подходит, может, боится, не знаю. Вот. Вот в этом у вас самое большое разочарование на данном этапе. Напишите в комментариях, да, если это не созвучно вам, то в чем разочарованы вы сейчас, да, в каких моментах, либо в какой сфере, что вас разочаровывает. Может быть, вас разочаровывают люди, да, то есть если в общем там говорить, не знаю, пишите, я почитаю с интересом. Всем пока-пока.